Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua, а это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Проказник. В ранг у него, если что, ладья 8, но, как я уже ранее говорил, по рангу мы судить не будем, мы будем судить по его игре. Он написал мне в Телеграме о том, что, типа, это будет обалденная сборка, тебе такое понравится, ты давно хотел когда-то реализовать этого героя, ну что ж, давайте посмотрим, поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вам вечера. И, ребят, сразу перед тем, как мы начнем погружаться в эту игру, я хочу вам напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно описываю, что нужно для этого сделать. Ну и, соответственно, раз вы уже перешли в мой телеграм-канал, обязательно на него подпишитесь, потому что там я пишу по обновлениям этой игры, когда у меня стримы и все такое, дальше разберетесь. Ну и самое главное, то, что там есть чат комьюнити. Ну не забудь еще поддержать этот ролик своим лайком. Но если ты не подписан, то подпишись, потому что я хочу достичь все-таки 5000 подписчиков, а сам я этого сделать не смогу, естественно. Вот. Итак, что мы тут видим в целом? Старт у него на самом деле более-менее хороший. Сейчас он выйдет в 10 монет на этом раунде и дальше, наверное, будет сидеть в экономику. Что я вижу из него из хорошего? То, что у него есть тинкер, почти тусик в 2 звезды. Предметы хорошие. Убийцу Горна керит, потому что убийца Горн это такая подлива еще. Кстати, в этом патче, ну вот этот вот небольшой патч, который произошел, я, если что, на него обзор делать не буду, он слишком короткий. Я, в принципе, обо всем поговорил на стриме, поэтому если вы пропустили мой стрим, то во вкладке трансляции есть записи всех моих стримов. Соответственно, перейдете, посмотрите, там первые 5 минут стрима я рассказываю про патч. И самого главного, это то, что вам нужно понять. Лондруида поднерфили, конкретно его мишку, апнули немного кабанчика, ну и, короче, сделали просто баланс на этого кабанчика. Вот. Так что ничего сверхъестественного там нету. Но самый приятный баф — это Огр. Теперь это персонаж просто разрывной. Если у вас на старте появился Тинкер в 2 звезды, запомнили, да? Я думаю, что он чат открывает, он просто смайлики решил поставить. Хорошие у него предметы, но я бы с убийцы Горна перекинул бы в селедку, потому что селедка воин, во-первых. Он подольше поживет, тычка у него очень приятная, там, по-моему, 90 у него с руки. Поэтому я бы, наверное, закинул бы все-таки в селедку. Ну, хозяин-барин, поэтому ладно. Ладно. Селедка на самом деле нормально так дамажит в моменте. Но и убийца Горн тоже, извините меня, если вы его в 2 звезды со старта собрали, и если вы везунчик, то он будет станить каждой тычкой. На самом деле герой такой уникальный. Когда вы его берете, он не станет. Когда у противника он, то, соответственно, он станет чуть ли не каждым ударом. Тут, кстати, удивительно. Вражеский убийца Горн много не постанил. Но предметы у него хорошие для старта, прям вообще песня. Вот. Он написал, что здесь будет интересная сборка. Какая сборка? Понятия не имею. Я могу лишь догадываться. Потому что в телеграм-канале в чате до этого мы разговаривали про Террор Блейда, про ТБшку. И, наверное, здесь будет реализация ТБшки. Ну, посмотрим. Посмотрим. Не знаю. На самом деле ТБшка в этом патче, ну, мертвый герой. Отчасти мертвый герой, потому что чистый урон понерфили в плане того, что теперь они не получают отхил. И это прям печально. Я на самом деле не знаю, зачем разработчики так сделали, потому что когда ты вот... Я уже 1000 раз говорил об этом и повторю еще один раз. То, что когда ты играешь через... ну вот видите, он, кстати, селедку закирил. Ну это просто миндальная связь. Потому что убрали отхил, и когда ты играешь на демонах, ты играешь в ва-банк. То есть ты должен 200% быть уверен в том, что твой стол с чистым уроном затащит без каких-либо проблем. Вот и все, как бы. Вот. Ну, все. Добавить нечего, на самом деле, по этому поводу. Просто вот ты должен играть в ва-банк, чтобы тащить на демонах. И с чистым уроном. Как-то так. Не, конечно, можно использовать чистый урон там под какими-то, не знаю, гоблинами, под какими-то рыцарями, возможно. Ну, вот что-то такое, короче, ты можешь только использовать тогда, когда у тебя есть пассивный хп-реген. Если у тебя пассивного хп-регена нету, то играть на демонах, как по мне, плачевно будет. То есть, допустим, через 6 рыцарей, когда ты играешь, обязательно, чтобы был Омник, потому что Омник будет у тебя дефать по максимуму, скидывать с тебя дебафы и много-много-много чего еще. А че не в тусика?
Тусика просто больше хп, всего такого, это было бы логичнее. Плюс он может птычку хорошо прокинуть. На самом деле Тусик в 2 звезды имеет 120 урона, а селедка 95 урона имеет. Прикольно, да? Вот это вот разброс лютый. Ну и, кстати, Тусик нормально сейчас навалил по итогу. Нормально. Мета, кстати, 6 богов стала еще сильнее. Кто не видел дневной ролик, тот поймет. Ну, даже на стриме я это показывал. В общем, короче, много чего такого интересного. И, как по мне, мета 6 богов стала еще сильнее, намного сильнее. Вот прям словами не передать, насколько сильнее. Кстати, я бы на его месте Марса убрал бы, поставил бы сейчас Тиника. Это вот этот булыжник. Потому что и у булыжника тоже много урона с руки. Да, у него скорость атаки такая себе, посредственная, но, по сути, это тот же самый Марс, только у Марса есть, как бы, больше плотности из-за того, что он может потанчить. В катке много убийц. Прям очень много. И воины, кстати, хорошо будут смотреться. И рыцари в этой игре хорошо будут смотреться против воинов. Ну, рыцари на самом деле, ну, как для меня, это мертвая синергия, но ее можно очень редко использовать. То есть, допустим, у тебя есть хорошая плотная легионка с много урона с руки. Тогда легион, ну, тогда рыцари можно использовать. Да и, в принципе, легионка с хорошими предметами может почти в любой билд зайти. Там, через троллей, через гритеров. Ну, вы поняли, короче. На самом деле, если мы сейчас селедка в 2 звезды придет, это будет обалденный баф, обалденный бонус. Это и стан, и куча урона с руки. Собирает сразу ведьмаков со старта. По реликвиям, что мы тут видим? Тут есть сумка Пандамена, коса, в принципе, шлем Ареса. Ну, короче, неплохие есть тут реликвии. Посмотрим, что ему на 10-м раунде упадет. С таким столом, в принципе, я думаю, он спокойно затащит 10-й раунд. Я так понимаю, он хочет что-то вытащить из панды. Ну, не знаю. Я в панду в последнее время как-то вообще не верю, потому что панда мне особо ничего не притаскивает. И это прям грустно, печально. Ну да ладно. Есть еще здесь мета. Ну, мета это если у него хп будет мало, в принципе, можно было бы взять. Рыбалка, кстати, полезный такой реликвия. Можно заблочить тебе ненужную синергию, которая тебе вообще вот не нужна по игре. И прям нормально будет тебе идти остальные фигуры. Ну, либо ты уже, знаешь, определился заранее с билдом. Берешь рыбалку, выбираешь наиболее там... Ну, там, где, короче, больше всего фигур. Там, допустим, 2-звездочных, ну, 2-го тира, 3-го тира. Вот такого вот. Винстрик у него, старт у него обалденный. Инвестиция в лучшее будущее к нему приходит. Мне старт нравится. Ему осталось только найти друида и все. Да, тут будут убийцы. Поэтому, в принципе, синергия воинов, либо синергия рыцарей неплохо зайдет против убийц. Если здесь еще и Омник будет, вот это будет шикарно. С Омником игра будет намного поярче. Вот там из неприятного собирается, похоже, на все зверь. Из неприятного такого. Ладно. Если кабанчики ему упадут, это будет печально. Не знаю, мне реликвия кабанов вообще не нравится. Реликвия кабанов, она такая стала, ну, г. Надо ее обратно бафнуть и обратно сделать ту же механику, которая была до нерфа, потому что, кстати, он здесь проиграл. Да? Да, к сожалению, он здесь проиграл. Мартретка слишком много урона накидала. Ладно. Обидно. Обидно отдать винстрик. О, Джаггер. Можно баф орков поставить, в принципе. Убрать панду, поставить себе баф орков, получить плюс 150 хп. Я думаю, лишним не будет. Если он еще и Акса найдет, то вообще прекрасно. На самом деле, вот в предыдущем раунде могло зарешать то, что если бы ему пришла селедка в 2 звезды. Было бы прям вообще обалденно. Джаггер, я так понимаю. Ну, я так понимаю, баф орков он не хочет вообще покупать. Ну, в принципе, ладно. Ладно. Я бы взял. Ну, ладно. Можно, в принципе, было бы поставить и 6 воинов. Тоже неплохо бы смотрелось. Был бы намного плотнее, больше бы урона было бы. Ну, короче, такое. Не критично сейчас. 98 хп, 5 уровень, 41 монета у него на счету. Вообще шикарно все. Сейчас бы ему, конечно, друида. И инвестицию в лучшее будущее сделать было бы вообще прекрасно. Ну-ка, ну-ка, что там тебе по реликвии уж упало? Так, Венгав 2 звезды, хорошо. ТБшка. О,
О, так все, я знаю, что сегодня будет. Это будет ТБшка. Магическое копье. Взял клевер в панду. Ну, не знаю, я бы на таком раунде, наверное, вы уже отказался от этой панды. Что-то как-то доверия она вообще не внушает. Кстати, мог бы разобрать сейчас воинов. Вингу поставить. На самом деле Винга полезный персонаж. А, вон там 6 убийц. Это вот неприятно. Ему надо 6 воинов поставить. Как альтернативу противодействия этим убийцам. О, рыбалка, сумка, коса. Боже, все предметы прекрасные. На самом деле он может взять косу, а я что-то провтыкал момент, что он взял там за реликвию. Просто у него, понимаете, сильный стол, и можно взять вот в такие моменты косу. Потому что у него бы усиление... А, ну все, он взял косу. Отлично, все. Я что-то не увидел просто, какую реликвию он взял. Ну, прекрасно, прекрасно. Все, теперь он будет получать кучу опыта. Если найдет еще и баф людей, будет вдвойне прекрасно. Ну, у меня сразу такой вопрос. Зачем ты тогда клевер взял, если по итогу все равно панду продал? Сильно. Сильно. Не спорю, это сильно. Ну, это гениальные действия, понимаете, ребят? Это гениальные действия. Ну, ничего страшного. Ну, взял и взял. Что теперь делать? Ой, там у кого-то котел. А, ну это бот, кстати. На самом деле, меня так бесит, что в ранговых боях есть боты. Меня прям разрывает от этого. Хотя я вот сколько писал техническую поддержку, типа, что за прикол? Какого в ранговых боях есть боты? И разработчики мне такие, какие боты? Нету никаких ботов. Тебе показалось. Кстати, баф людей. Да, давай, ставь баф людей. На самом деле у тебя хороший стол. Можно баф людей поставить спокойно. Давай. О, ну он и делает это. Красавчик просто. Все, вот этого вот демона-рыцаря убирай. Демона-рыцаря! Демона-рыцаря убери! А-а-а! Убери демона-рыцаря! Фух. Фух, ты заставляешь меня нервничать на последних секундах. Убрал. Тут он, к сожалению, наверное, проиграет. Или выиграет. Или вы... Йо, крит от Сларка. Капец, у него был шанс выиграть этот раунд. Обалдеть. Какая боль. Кстати, он может поставить сейчас баф 4 рыцарей, потому что там есть у него луна. Там, кстати, Мишка в 2 звезды уже, понимаю. ДК. Хо-хо-хо. Ну, там парень такой. Заряженный. Он может поставить баф рыцарей, но при этом придется выйти немного из инкама. У него есть луна, у него есть демон-рыцарь. ЦК его зовут. Можешь поставить себе 4 рыцаря, и на самом деле ему 4 рыцаря могут даже очень хорошо помочь. Ну, конечно, если щиты прокнут как надо. И, кстати, клевер бы тогда тоже пригодился ему, потому что щиты бы тогда почаще прокали. Да, там есть все равно перезарядка между щитами, но мог бы попробовать. По крайней мере, у него сейчас просто 7 уровень уже, типа, можно было бы реально спокойно брать. Но у него Бетик пришел. Давай, бери Бетика, ставь 4 рыцаря. Я понимаю, что он просто не хочет убирать, там, допустим, ту же самую Вингу, потому что Винга на самом деле очень полезный персонаж. Во-первых, она может позиционку сломать противнику. Он не верит в 4 рыцаря. Я на самом деле тоже особо в 4 рыцаря не верю, но может помочь. Может. Но он решил панду поставить. Кливер под рыцарей в принципе зайдет. Давай, давай, у тебя бетик есть. Ну? Кстати, в игре есть 6 богов. Неприятно. Если здесь соберется сильный 6-боговый персонаж, то ой-ой-ой, будет неприятно. Почему я говорю, что Винга полезный персонаж? Во-первых, она зеркальная, если что, меняется местами с фигурой. При этом идет станет на 2 секунды, при этом наносит нюк в 200 урона на 2 уровне. Ну, короче, приятный персонаж, явно не бесполезный. Если его правильно использовать, то он может даже зарешать вам игру. Ну, вы сами это, я думаю, прекрасно понимаете, что если вы, допустим, играете против какого-то мага-дракона, и Винга в этот момент ее свапнет, это прям сильно будет.
Ой, какие предметы. Я бы взял молот грома. А он и взял молот грома. Красавчик. Только закинь в какого-нибудь другого персонажа, чтобы молнии прокали с 2 предметов, потому что... Потому что... А ты этого не сделаешь, да? Ну просто 2 пары молний намного лучше, чем 1 пара молний, которая будет находиться в одном герое. Так, у тебя есть вероятность, что 2 предмета будут работать, 2 предмета будут срабатывать, и, соответственно, это магический урон, это нюк. Ну, это прям приятно. Поэтому, ребят, если вам падает молот грома, обязательно закидывайте в разных персонажей эти молот грома. Феликс там, конечно, нереально огромный, и это будет зверь. Это будет зверь. Надо будет думать, что против этого зверя собирать. Рыцари, в принципе, могут помочь против зверей, но только если щиты прокнут. Если щиты не прокнут, то покушаем пирожки. Вкусные, вкусные пирожки. На самом деле непонятно, почему он не захотел поставить себе 4 рыцаря. Было ж намного лучше. Ладно. Ладно. Собака. О, кстати, собака хорошо. О. О. Отлично. Сейчас уже возьмет себе 8 уровень на 18 раунде. Это приятно. Инвестицию в лучшее будущее не забыл сделать. Красавчик. Я думал, сейчас он забудет, и я скажу об этом. Ай-яй-яй, забыл друида апнуть, да? Но нет, молодец. Не забыл. Не забыл. Ой. Приятно, конечно, стол у противника. Темный лорд очень сильно наваливает. Еще и сюрикен прилетел в тусика основного керри. Да. Неприятно сейчас он получает в лицо. Там у паренька 11 винстрик. Куча денег у него. Чё-то пока пахнет не очень игра. 2 цветы. Он ролиться начал? А вот это необычно. Что-что, но это необычно, серьезно. А какой план? А какой план у нас? Фигуру выставить не хочешь? Ага, выставил, все. А то я уже начал переживать о том, что ты не выставишь сейчас фигуру. Ой, какой он огромный. На самом деле, очень приятно Мишку нерфанули. В плане того, что теперь, допустим, у тебя есть 3-звездочный герой, допустим, Абадон, либо Шаман Лавы, ты закидываешь в них перчатку 1-го тира, и они хавают Мишку 3-го уровня. Это вообще 10 из 10. Там прям критично порезали хпшку ему. Свен! Шанс 1%, что упадет Свен, и ему падает Свен. Серьезно? Серьезно? Обалдеть. Так поставь 2-го Ведьмака, иначе у тебя сейчас Свен не будет бить чистым уроном. Ведьмака поставь. ТБ поставь, у тебя демоны не работают. У тебя демоны не работают. Были бы демоны, он бы очень много сносил, прям. Чистый урон все-таки не шутки. Если ему придет ранний Свен, это будет вдвойне приятно. 2 яйца, хорошо. Ну, поставь, пожалуйста, поставь. Антимаг. Давай, продавай. Абадона, Тускара. Ставь антимага. Здесь, походу, будет игра через Свена. Ну? Ну? Ошибку делает то, что он не ставит себе ведьмаков, потому что чистый урон будет. Отхила все равно у него никакого нету. Я бы понял, если бы у него был какой-то отхил, и из-за этого он не хочет ломать свой стол.
Хорошее усиление. Так, все, пошел распродаваться, хорошо. Все, выставляет демонов. Не, на самом деле, с ранним Свеном, с такими предметами, это неплохо смотрится. Рыбалка и шлем Ареса. Шлем Ареса бери. Хотя и рыбалка хорошо. Берешь шлем Ареса и будет дальше ролиться. Хорошо. Инвокер. Отлично. Бабка. Поставь Ведьмака. У тебя демоны сейчас не работают. Ну поставь, давай. Ой, хорош, хорош. Ой, 4 рыцаря, отлично. У него теперь довольно-таки плотный стол. Из-за того, что у него есть 4 рыцаря. Кстати, может Абадона убрать, поставить Гримтача. О, все, и все равно у него 4 рыцаря. Ему дальше надо взять немного уровня все-таки. Ну ладно, в принципе так. Ну, в любом случае, полные ведьмаки ему ничего не дают сейчас. Ой, полные ведьмаки. Баф ведьмаков 2 ему ничего не дает. К сожалению. Ну, Свен пока не дамажит. Не, на самом деле, чем больше у него демонов, тем, соответственно, больше баф для Свена. Я бы, на самом деле, поставил бы, наверное, все-таки демонов. И дух пятерка, и яйца. Зачем тебе реликвия яиц, когда тебе так яйца падают, а? Еще яйца! Не, это, конечно, не Свен. Но яйца тоже приятно. Но надо продавать. Надо продавать Абадона, Гримтача. Надо продавать. Яйца нужны. Яйца очень полезный предмет. Очень часто, когда может выручить. Ай, корни прокнули. Давай, 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 продавай. Все, покупай, хорошо. Только продай кого-нибудь еще. Мог бы Гримтача продать. А вот это уже необычно. Так Клевер убери из Свена. Я понимаю, что ты хочешь, чтобы тебя рыцари чаще прокнули на Свена, но... О как. О, 2 обалденнейших предмета упало ему. Предмет отдай в Свена. Ты ё? Почему ты предмет в Свена не отдал? А, тут, кстати, маги собираются. Вот это вот очень неприятно, то, что там маги собираются. Но я так и не понял, почему ты предмет не отдал в Свена. Это же мана-реген. Все такое. Ну, как по мне, ему надо брать уровень. Но я думаю, сейчас он усилит свой стол и пойдет в уровень дальше. Я так понял, он хотел найти либо Шарбезны, либо найти Драконий Рог. Но почему он мифриловый доспех до сих пор не отдает Суэна, для меня это сейчас загадка. Не понял. Вообще не понял ничего пока. Но он хочет играть, я так понимаю, через ТБ. Но почему тогда предметы не отдал в ТБ? Кстати, логи боя не открыты. Все, берет уровень. Потому что стола не хватает, хоть 4 рыцаря поставить. Да, но отдай тогда предметы в ТБ. Отдай предметы в ТБ. Отдай предметы в ТБ, раз ты играешь через ТБ. Алло! Ладно.
Ну, на самом деле, здесь что по игре через ТБ? Здесь есть Свен, который бафнет урон с руки у ТБ. Это приятно чисто как саппорт. Его можно не как керри даже использовать, а просто как саппорта. Шар бездны хороший предмет, кстати, против магов. А там шаманы вообще. Там и драконы магии, и шаманы, и убийцы 9 штук через темпларку. Неприятно. Взял вообще зеркало. А зачем зеркало? Все, предметы передает в ТБ, это хорошо. Теперь у него мулот грома. Один находится в Свене, а один находится в ТБ. Вот это вот хорошо. Но у меня все равно остается вопрос. Почему взял зеркало? Для чего оно тебе? У тебя же там был элементарно шар бездны, который был бы намного полезнее. Да если, ну, просто... Я не знаю, короче. Я жду ответ в комментариях. Зачем взял зеркало? ТБ же зеркало не перевоплощает. Жесткие шаманы с духом пятерки. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну это больно. 24 хп осталось. Это будет очень тяжело. Очень тяжелая игра будет. Антимаг, отлично. Свен. Вообще прекрасно. Свен. Ай-яй-яй. Боже, что ты только что сделал? Боже, что ж ты только что сделал? Ты Свена скипнул. Ай-яй-яй. Что ты только что сделал? Обалдеть. Это жестко. Свен на 2 звезды просто очень сильно бафает демонов. А так как ты играешь через ТБ, это прям сильно-сильно. Капец, и он теперь больше ему не придет, да? Ай-яй-яй, боже. Это очень обидно. Это капец как обидно. А что ты хочешь найти из предметов 3-го тира? Драконий рог? Шаман там огромный. Он играет и через антимага, и дума поставил, и дух пятерка у него есть. Ну, шаман, короче, красавчик там сейчас. Ну да, без драконьего рога думу очень туго. Ну, шамана, кстати, не фартануло. Он забрал винстрик, у него красавчик. Ну, просто ему надо еще и расстановку сейчас поменять, если что. Потому что там вражеский антимаг присасывается к Свену. Так, антимаг отлично. Ну, бабка чисто на сдачу взята. Ну, боже, я до сих пор не могу отпустить то, что он скипнул Свена. Ай-яй-яй, он так спешил и скипнул Свена. Это прям боль. Это серьезно, это прям такая боль. Ладно, окей, смотрим дальше. Поменяй Свена местами. С легионкой поменяй местами Свена. Так, хорошо. Снова вынес его, потому что он снова солнечного шамана перевоплотил. Ну, точнее, как перевоплотил. Он местами поменял. Но я до сих пор не могу понять, зачем все-таки волшебное зеркало.
Я надеюсь, он объяснит в комментариях, зачем он взял волшебное зеркало. Там есть реликвия сумка пандаменом. Ну, кстати, было бы намного больше импакта, если бы он сейчас все-таки реально махнул легионку со Свеном, потому что Свен тогда закастует свою способность, сразу урона повысит намного больше. Ему бы предмет 5-го тира какой-то найти. Например, щит 5-го тира, Мьёльнир, криты. Ну, бессмертие такое себе, конечно. Щит 5-го тира хорошо зайдет. Очень хорошо. Так, что там по реликвии? Яйцо! Все. Все. Это хорошо. Это отлично. Мета хороший предмет. Он мету... Ну, поспешил, что юзнул мету, конечно. Очень поспешил. Драконий рог. Хорошо. Отлично. Прекрасно. Он может, кстати, поставить своего ТБ между Легионкой и между ЦК. И тогда он будет перевоплощать конкретно этих двух персонажей. А вот те персонажи, которые Гримтач и Бабка, они, соответственно, будут живы. Надо Свена местами поменять. Ему ману выжигают. Мне прям, ну, больно на это смотреть, если честно. Но ТБ, конечно, хорошо зайдет в этой игре. Через Свена. Свен сильно бафает демонов. Ой, Сайленс, блядь. А вот, кстати, 9 этих... 9 убийц. Ой, Темпларка в 2 звезды. Ой-ой-ой. Темпларка, конечно, там сильная. Хоть на Кирасу плевать, но она дает именно скорость атаки и минус броню, что для Темпларки это прям вкусно. На тебе 6 рыцарей в любом случае не помещаются, только если ты Свена уберешь. Ну, не знаю, критично Свена будет убирать. Свен слишком много дает. Там получается ОТБ, ну где-то 600 урона с руки. А так как там еще 2 копии есть, то, соответственно, больше. Но на самом деле это хотя бы необычно. Так, вот тоже демон против него играет. С Горном. Кстати, Горн может ему хорошо помочь. Ну вот просто Свен плюшку дал. На! Там, кстати, 4 Горна на секундочку. Просто 3 ТБ и 1 Свен. Свен, который без предметов 5600 урона. И ТБ, который 5500 урона нанес. Ну, кстати, против шаманов... Горн, может, даже и поможет. Да, Горн может помочь против шаманов. Не сильно, конечно, но может помочь. Просто тогда шаманы в первую очередь будут бить этот Горн. А в это время ТБшка будет раскидывать. Ну, игра на шаманах, она такая. Фартануло, все хорошо. Не фартануло, печально. Шаманы такие, ненадежные. В одном раунде ты будешь божить, во втором раунде ты будешь откисать. Ну вот опять антимаг присосался к Свену, и Свен стоит чилит, смотрит. Да, конечно, ТБ разорвал. 10 тысяч урона накидал. Ой-ой-ой. А у него просто там хороший лич прокнул. Ну, он его вынес, отлично. Ну, там убийца выносит. Его ТБ. Минус 15. Неприятно. Вышел в 50 монет плюс. И думает, что делать дальше. Ну, кстати, против убийц Горн неплохо зайдет. А зачем ты берешь уровень сейчас?
Нет! Ну он же сейчас Свена перевоплотит. Ё, что ты сделал? Ой, как тебе хорошо повезло на все. Ты его вынес. Я не знаю, как это только что произошло, но ты его вынес. Это было красиво. Не фартануло, походу, темпларки, либо что? Мне кажется, темпларки не фартануло. Там дух пятерка в 2 звезды. Ну, поменяй местами Свена сейчас, пожалуйста. Увидь этот момент. М. Надо, чтобы ты сейчас следил за этим моментом. Просто Свен очень сильно бафает, если что, всех демонов. Очень сильно. У ТБ становится намного больше урона. Если ему сейчас упадет драконий рог, то он может, в принципе, спокойно в Свена закинуть драконий рог. И будет вообще прекрасно. Но шар бездны отчасти бесполезен. Он ему особо не надо. Вот такие все предметы, надо все скипать. О! О! Не! Не! Не трогай багровый клинок, я тебя молю! Не трогай его! Не трогай багровый клинок, не надо! Пощади! Пощади мои... Бессмертие. Оно может тебе не помочь. Почему ты багровый клинок скипнул? Это очень сильный предмет. Очень сильный. Двойной урон по цели. И все начинают эту цель в первую очередь бить. Это плюс сайленс. Это, соответственно, может сделать такой прикол, что... Ой. Это что шаман может не перевоплотиться. Свена местами, Свена. Хорошо, успел. Фу. Фух, еще и сделал так, чтобы солнечного шамана бил антимаг. Вот это хорошо. Отлично. Ой, там жрец. Ой-ой-ой, не-не-не-не-не. Жить, жить, жить. Антимага трехзвездочного присумонил. Жить, 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 жить. Духа пятерку присумонил. Ой, как плохо. На самом деле, как по мне, ему надо было оставлять багровый клинок, брать криты, чтобы у него было намного больше урона. Дума, кстати, можешь взять, чтобы он сайленс в моменте смог накинуть. Ой, духа пятерку поменял местами. Вот это вот плохо все сейчас. Ну все, сейчас шаманы перевоплотятся снова, как в предыдущем раунде, и будет печально. Отлично. Фу, порвал раунд, отлично. Не фартануло шаману, и он его просто порвал. Бабка там, конечно, сильная, но нет. Отлично. Но сейчас шаману повезет чуть больше, и он тебя порвет, скорее всего. Кстати, Сайленс, Рики, хорошая тема. Мало кто, кстати, использует Рики. И, возможно, он использует этого Рики. Да, скорее всего, использует. За антимага ставь. Там багровый клинок. Но там отменные предметы, конечно. Но на самом деле, Ну ладно, давайте в конце подведу итог. Я прям такие отчетливые ошибки вижу. Ну, поставь Рики сейчас за антимагом. Или, да, в принципе, из-за солнечного шамана можно. Но просто за антимага, как по мне, логичнее поставить. Ой, ой, ой. Вражеский антимаг к Свену присосался. Вот этот момент ты пролюбил немного. А ему снова не повезло на фигуры. Ему снова не повезло на фигуры. Отлично.
Отлично. И у него бесполезный Никс заспавнился. Бесполезный Некр заспавнился. Хорошо. Вот это баталия, конечно. Но на самом деле... Сейчас. Немножечко шаманам лучше повезет. Игра перевернется. На шаманах там ставят всех на задний ряд. Зачем, непонятно. Ну, в принципе, ладно. А не. Просто, если что, этот шаман вражеский поставил прям под Рики всю свою толпу. Да, шаманы в любом случае перепрыгнут. Но, во-первых, там есть Винга, которая свапает одного солнечного шамана. Парень до сих пор этого не понимает. Сейчас Винга свапнет солнечного шамана, смотрите. Опа! Ну, там гений. Там гений сидит на шаманах. Снова не фартануло шаману. Это жестко. Вот такая вот игра на шаманах. Ты сидишь, надеешься на то, что тебе нормальные фигуры упадут, а по итогу тебе падает болт. Болт на 28. 40 раундов. Поехали. Не, инвокера... Там против шаманов будет появляться электромагнитный импульс, насколько я знаю. Он выжигает ману, все такое, но... Хрень полная. Я бы не брал. Лучше тогда уж темпларку взять. Рики хороший вариант. Соберешь Рики в 2 звезды, будет Сайленс. Хорошая тема. Просто там чил на шаманах вообще не замечает о том, что там свапается у него... Винга свапает солнечного шамана. Самого мейн-кири в его сборке. О, Рики в 2 звезды, отлично. Реликвию глянь. Хорошо. Сумка пандамена можно брать. Кабанчики. Ну, такое. Я бы сумку взял. Все равно ролишься. Друидыки. Отлично. Инвестиция в лучшее будущее. Плюс 1 монетку взял. Кабанчиков ставит. Хорошо. Так, кучу бесполезных предметов надо рольнуть. Может, зеркало рольнешь? Все хрень. Зачем? О, ну это слабо. Там на шаманах вообще не понимают то, что у него солнечного шамана свапают. Он тупо этого не видит. О, похоже, тут проигрыш. Или нет? Нет. Живет. Живет. Хорош. Хорош. 4 хп. Я просто сейчас в конце объясню, почему я не верю в наследие Духа Огня, конкретно в его сборке. Ну чел там до сих пор на шаманах не понял, что Винга свапает его солнечного шамана. Он тупо сидит, тупит. Серьезно? Он просто посмотрите. Вы просто посмотрите на это. Обалдеть. 2 Рики, отлично. Ой, перевоплотились. О, вот и все. Вот и все. Вот и конечная. Шаману фартануло. Нефритовый генерал упал, Свен упал. Не, в этот раз шаману фартануло. Еще и инвокер, который безоружно накидывает, упал. Вся игра на шаманах. Сколько раундов он страдал? Раунда 4? Этот шаман, а потом просто ему в моменте
Фартануло чуть больше, и все. И все. Но хорошая игра, в любом случае, хорошая игра. Очень хорошая. Сейчас посмотрим предметы, подведем итог. Ну, в принципе, все. На шамана-то можно и не смотреть даже. Короче, подведем итог. Что мне не понравилось? Мне не понравилось по выбору предметов. Бессмертие это, в принципе, окей. Зеркало. Зачем зеркало? У тебя был предмет, который отключает синергию, он отключает и шаманов, и был кристалл-призрак, который дает тебе скорость атаки. Непонятный момент. Наследие духа огня. Почему конкретно мне этот предмет не понравился? Возможно, я, конечно, ошибаюсь, но мне он не понравился по той лишь причине, что когда он перерождается, он теряет все бафы своей синергии. Да, это плотность, да, ты, соответственно, подольше живешь, все такое. Но выключить всю твою синергию, потерять все бафы, и просто у тебя будет тело, которое с предметами, ну, в принципе, может быть, шамана переживешь. Но последний раунд все показал, как бы, да, когда нормальные шаманы ему пришли, и просто они уничтожили. Бессмертие, ну, как по мне, в принципе, да, бессмертие нормально, но, не знаю, я бы криты взял. Ну, в принципе, бессмертие тоже там в некоторых моментах зарешало, но, как по мне, не хватало немного урона. Ну, там в моментах не хватало, но ладно, окей, бессмертие хорошо. Бессмертие хорошо, вот наследие духа огня сомнительно. Я бы взял попробовать, ну, рванул бы какой-то другой предмет. Непонятно с зеркалом до сих пор, я надеюсь, в комментариях, соответственно, напишешь, зачем ты в зеркало взял. Что еще такого? Свен. Вот самая главная ошибка, это то, что Свена не переставлял местами, потому что тот ставил под твоего Свена антимага, он выжигал ману, а Свен дает баф абсолютно всем демонам. И вот ТБшка у тебя моментально перевоплотился, Свен дал свою способность, и у тебя 3 ТБ с обалденными предметами, соответственно, и, соответственно, с обалденным уроном с руки. Там очень много бафает урона. Вот то, что ТБ не хватает, это урон. И Свен это компенсирует. Ну и второй момент, ну ладно, какой там, третий момент или четвертый момент, неважно, короче. Надо было добавить однозвездочную фигуру какую-то в 3 звезды. Например, Инчу. У тебя появлялось 2 Свена в 2 звезды, но в идеале, чтобы у тебя было 3 Свена в 3 звезды. Это прям идеально. Надо было какую-то фигуру дешевую собирать в 3 звезды. Того же самого Гримтача, Вингу можно было бы собирать. Но в целом, я игрой на 200% доволен, потому что это необычная игра. Играл не через антимага, играл через ТБшку. Прям кайф, красавчик, уважение и почтение за это. По поводу шамана. Шаман там... Ну, честно, я не хочу называть его прям глупым человеком, но он видит, что у него солнечный шаман. Его основная важная фигура умирает просто в его рядах, и он с этим ничего не делает. И так множество раундов подряд. Это гений. Это гений. И, кстати, хочу подметить, Рики использован красиво. Молодец. Рики взял хорошо. Ну что, в принципе, добавить больше и нечего. Игра хорошая, добротная, мне понравилась. Ставлю жирный лайк. Все остальные моменты я как бы проговорил. Надеюсь, вышлешь повтор с доработками и тоже с ТБшкой. Буду ждать. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить, соответственно, свой лайк. Кто на меня не подписан, обязательно подписываемся. Не забываем, у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!